В зале морга повисла тишина. Даже обычно невозмутимые санитары переглядывались в шоке. Никто не мог понять, что заставило тихую и незаметную уборщицу, проработавшую здесь не один год, совершить такое. Она стояла над телом покойной Ирины Беловой, супруги известного бизнесмена, и тяжело дышала. На ее лице застыло выражение, в котором смешались боль, ярость и отчаяние. За несколько минут до этого она молча выполняла свою работу, готовя тело к бальзамированию. Но стоило кому-то из присутствующих обронить фразу о том, как красиво ушла Ирина, как санитарку словно подменили. Красиво? Она жила, купаясь в роскоши, пока другие гнули спины. Красиво, говорите? Прошипела она, и в ее голосе слышались слезы. Затем, неожиданно для всех, она нанесла по лицу покойный легкий удар. Причина ее поступка раскрылась мгновенно. Зарыдав, санитарка рассказала, что много лет назад именно Ирина Белова, будучи еще молодой и перспективной журналисткой, опубликовала статью, разрушившую жизнь ее семьи. В статье были раскрыты подробности о небольшом бизнесе ее мужа, которые привели к его банкротству и последующему самоубийству. «Я жила с этой болью все эти годы. Она забрала у меня все, и теперь ее оплакивают, как ангела?» — кричала она, не в силах сдержать эмоции. В зале воцарилось молчание. Никто не знал, что сказать. Каждый понимал, что за этим импульсивным поступком скрывается глубокая, незаживающая рана. Застывшее молчание нарушил лишь тихий шепот одного из санитаров. Вот оно что. В его словах сквозило не осуждение, а скорее понимание. Все присутствующие невольно стали свидетелями трагедии, разыгравшейся не в последние минуты жизни Ирины Беловой, а много лет назад, оставившей глубокий шрам на сердце простой уборщицы. Заведующий моргом, опытный и повидавший многое, первым нарушил затянувшуюся паузу. Он тихо подошел к санитарке, положил руку ей на плечо и сказал: «Успокойтесь. Все кончено». В его голосе не было ни упрека, ни угрозы. Он понимал, что сейчас главное помочь женщине справиться с бурей эмоций, захлестнувшей ее. Постепенно санитарка утихла, слезы продолжали течь по ее щекам, но истерика пошла на спад. Ее увели в подсобное помещение, предложили воды и успокоительное. В зале морга снова воцарилась тишина, но теперь она была другой тишиной осмысления, тишиной осознания того, как далеко могут простираться последствия человеческих поступков. Дело замяли. Заведующий, проявив мудрость и сочувствие, не стал сообщать о случившемся в полицию. Он понимал, что наказание не залечит старые раны и не вернет к жизни ни мужа санитарки, ни саму Ирину Белову. А правда о прошлом, всплывшая на поверхность, стала молчаливым напоминанием о том, что у каждого действия есть свои последствия, иногда самые непредсказуемые и трагичные. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.